Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад Александра. В этом видео мой любимый и очень простой рецепт – вяленые помидоры на зиму. Давайте вместе приготовим такие вкусные и полезные овощи именно сейчас, пока сезон томатов в самом разгаре и щедрый урожай зреет на вашей грядке. Я специально выращиваю некоторые сорта томатов, чтобы приготовить вяленые помидорчики на зиму. Использую для сушки и вяления небольшие, круглые и длинные томаты с очень сладким вкусом. В моем списке таких томатов итальянские низкорослые, красные, немножко продолговатые томаты солеросса, длинные маленькие томаты-пальчики брисколина. Также могу использовать сладкие розовоплодные низкорослые Pink Sweetness. И, конечно же, желтые сладчайшие черри, томаты Несси. Но хочу вам сказать, что вы можете выбрать для такого рецепта и по своему вкусу. Главное, чтобы помидорчики были сладкими и не жесткими. Из таких томатов получится прекраснейшая закуска. Помидоры я собираю с грядки, затем даю им немного еще созреть в ящике или в корзинке, чтобы еще подкопились натуральные сахара. А затем мою, режу на половинки и отправляю на вяление или на сушку. Никакие консерванты для вяления или сушки томатов, такие как, например, соль, сахар, я не использую. В томатах содержится достаточно органических кислот, чтобы вяленый продукт не испортился в процессе хранения. К тому же испарение влаги в процессе вяления только увеличивает концентрацию таких кислот. А еще один мой аргумент – люблю чистый натуральный вкус у таких заготовок. Для сушки или вяления томатов можно использовать два способа. Первый – сушка в обыкновенной газовой духовке или в дегидраторе, или в электросушилке. Я использую, как правило, для этого газовую духовку. И быстро, и дешево. Раскладываю дольки томатов на противень и отправляю в духовку на 3-4 часа. Сушу при температуре не выше плюс 90 градусов, примерно так, как сушат белковые меренги или пирожные безе. Иногда, как только вижу, что сок томатов начинает закипать от нагрева, приоткрываю дверцу духовки, чтобы снизить температуру и предотвратить томаты от излишнего перегрева. Сушка в духовке происходит в 2-3 этапа по 3-4 часа каждый, с перерывами на остывание. Это делается для того, чтобы влага в томатах перераспределялась от внутренней части мякоти к поверхности. Так сушка будет более действенна и поможет лучше сохранить полезные вещества в овоще. После сушки томаты должны сохранить свой цвет и уменьшиться в размере примерно в 2 раза. Конечно, полностью влагу из томатов высушивать не нужно, потому что они превратятся просто в черные сухарики. Далее все просто. Их нужно плотно сложить в стерильную стеклянную банку, залить поверхность растительным маслом по вашему вкусу и закрыть такой же стерильной крышкой.
Хранить в холодильнике, подавать к столу в качестве закуски, добавив по желанию соль, чеснок, прованские травы. Еще один способ – вяление помидоров на зиму на открытом воздухе, под солнцем. Готовим томаты также. Помыть, нарезать на дольки, разложить на ровной, хорошо проветриваемой поверхности в солнечную сухую погоду. Если есть паразитирующие мухи, укрыть тонким слоем серпянки или марли. Но лучше, конечно, очень постараться и найти такое местечко, где мух нет, от слова «совсем». На открытом воздухе помидоры вялятся 3-4 дня в зависимости от количества влаги в плодах. Хочу заметить, сердцевину у томатов я не удаляю, как некоторые авторы подобных рецептов. Соль и сахар для придания вкуса перед вялением не использую. Томаты после такой сушки на открытом воздухе должны сохранить свой цвет, не превратиться в коричневые корочки. Это важно. Как только помидорчики уменьшились в размере примерно в 2 раза, но при этом еще немного сочные и имеют свойственный им красный или розовый или желтый цвет, я прекращаю сушку, складываю их в подготовленные, хорошо вымытые, простерилизованные банки, сверху могу немножко посыпать прованскими или итальянскими травами и тоже обязательно заливаю растительным маслом для предотвращения доступа воздуха и окисления. Укупориваю стерильными, хорошо распаренными, держащими герметичность крышками и отправляю в холодильник на хранение. Хочу сказать, что так можно переработать огромное количество томатов и при этом значительно сэкономить на таре, которая, как вы знаете, всегда в дефиците в сезон заготовок. После сушки томаты уменьшаются в размере примерно в 2 раза, становятся мягкими и податливыми, хорошо принимают требуемую форму и практически полностью занимают объем баночки, без пустот. А в заключение замечу, такие вяленые помидорчики могут храниться более года, при этом они наполнят ваш рацион очень нужными и полезными антиоксидантами, сохраняющими здоровье. Ликопин, содержащийся в томатах и отвечающих за их красный или розовый или желтый цвет, это ключевой источник витамина А. Он поддерживает иммунитет, здоровье кожи, остроту зрения, снижает риск развития многих воспалительных заболеваний. Будьте здоровы, не упускайте момент, приготовьте вяленые помидоры на зиму, чтобы не покупать напичканные гормонами и фунгицидами тепличные помидоры из супермаркетов зимой. Спасибо за просмотр, скоро увидимся!